Привет! С вами Артем Шамардин и компания Nirvana. Сегодня мы продолжаем цикл наших тестовых обзоров проекторов для домашнего кинотеатра. В нашем распоряжении оказался, на мой взгляд, уникальный аппарат. Это представитель новой линейки проекторов компании GVC, которая была анонсирована в начале сентября этого года. В новой линейке компании представлены 4 проектора. Один ламповый и 3 лазерных NZ7, NZ8 и флагман линейки NZ9. В основе каждого из 3 проекторов лежит лазерно-фосфорный источник света, который по заявлениям компании имеет продолжительность работы или срок службы 20 тысяч часов. Кроме того, дополнительным преимуществом лазерного источника света является стабильность цветовой температуры, гаммы и яркости на всем протяжении срока службы лазерного модуля. Рассматриваемый проектор имеет на борту как традиционную диафрагму в объективе, так и систему лазерного димминга. Кроме того, возможность вручную менять мощность лазерного источника света и размер относительного отверстия диафрагмы призваны уменьшать цветовой поток, что увеличивает глубину черного и позволяет точно подогнать цветовой поток под размер и коэффициент усиления проекционного экрана. Новые проекторы в своей основе имеют панели с физическим разрешением 4К, а именно 4096 на 2160 точек, как это было и в моделях прошлой линейки. Но при этом у них на борту установлены современные входы HDMI 2.1 с пропускной способностью 48 гигабит в секунду, которые поддерживают 8К видео с частотой 60 Гц и 120 Гц для 4К сигнала. Также современные стандарты HDR, а именно HDR10, HDR10+, и HLG. Разумеется, все модели обеспечивают качественный динамический тон-маппинг сигнала HDR благодаря системе Frame Adapt HDR и функции Theater Optimizer. Более подробно об этих алгоритмах вы можете узнать, если посмотрите наш тестовый обзор проектора GVC NX9. Отличие между 3 моделями лазерных проекторов 8К от компании GVC заключается в объявленных производителем значениях яркости и контрастности. У героя нашего обзора GVC NZ7 яркость составляет 2200 люмен, у NZ8 2500 люмен, а у флагмана NZ9 3000 люмен. Нативная контрастность, заявленная производителем, составляет у NZ7 40 тысяч к 1, у NZ8 80 тысяч к 1 и у флагмана NZ9 100 тысяч к 1. Отличие между моделями также заключается в размере объектива. У флагманской модели NZ9 стоит объектив размером 100 мм, так же как в предыдущем флагмане NX9 и так же как в модели Z1. У 2 других моделей NZ7 и NZ8 объективы традиционного размера 65 мм, но также цельностеклянные, не менее качественные. Герой нашего обзора NZ7 не имеет в оптическом блоке специального синема-фильтра или кинофильтра, который обеспечивает стопроцентный охват цветового пространства DCI-P3. NZ8 и NZ9 такой фильтр имеют. Четвертое основное отличие заключается в системе увеличения разрешения 8К и Shift. В NZ7 система оптоэлектронного сдвига обеспечивает увеличение разрешения путем двукратного сдвига изображения, как у топового аппарата N-серии NX9, а у NZ8 и NZ9 четырехкратного, что должно обеспечивать в теории большую детализацию изображения. Итак, продолжим описание героя нашего обзора. Компания GVC позиционирует все 3 новых лазерных проектора как первые в мире проекторы с поддержкой входного сигнала 8К с частотой 60 кадров в секунду и 120 кадров в секунду для 4К сигнала. Для проекционной технологии домашнего кинотеатра это настоящий прорыв. Почему это важно? Несмотря на то, что пока нет официально изданных фильмов с разрешением 8К, игры с частотой 120 Гц уже реальность. Новейшие игровые консоли имеют выходы HDMI 2.1 и поддерживают сигнал 120 Гц для 4К HDR. Равным образом интерфейс HDMI 2.1 реализован и в последнем поколении видеокарт,
что позволяет подключать проектор к компьютеру для игр в максимально высоких разрешениях и просмотра различного видеоконтента, в том числе в разрешении 8К. Как и все high-end проекторы компании GVC, NZ7 основан на технологии LCOS, то есть в ее основе лежат 3 ЖК-панели размером 0,69 дюймов, работающие по отраженному принципу. Проектор оснащен полностью электронными системами фокусировки, зума и сдвига линз и обеспечивает очень большую гибкость при инсталляции. Диапазон сдвига объектива составляет плюс-минус 80% по вертикали и плюс-минус 34% по горизонтали. Размеры GVC DLA NZ7 составляют полметра в ширину и глубину и 23,5 см в высоту, а весит он 22,5 кг. Такие же вес и габариты имел флагман предыдущего модельного ряда NX9. Дизайн проектора практически не изменился по сравнению с N-серией. Лишь немного отличается задняя панель, разъем кабеля питания переместился вправо и теперь расположен по центру снизу. Крышка отсека для чистки и замены фильтра исчезла, зато вентиляционные отверстия стали крупнее и занимают большую часть задней стенки проектора. Источниками сигнала там будут выступать, во-первых, сетевой видеоплеер M9205, это так называемый клон плеера Oppo 205. Кстати, об этих замечательных плеерах на нашем канале скоро будет отдельный ролик. Для демонстрации контента 8К мы подключим проектор к компьютеру с выходом HDMI 2.1 и видеокартой NVIDIA RTX 3090. А работу проектора в играх мы проверим на Xbox Series X с поддержкой 120 кадров в секунду в режиме 4К. Следует особо подчеркнуть следующее обстоятельство. У нас на тестировании проектор оказался гораздо ранее начала продаж. Фактически это предсерийный экземпляр с последней бета-версией прошивки. И очевидно, что компания GVC будет прошивку обновлять до новых стабильных версий, устраняя возможные недочеты в работе программного обеспечения проектора. По этой причине мы приняли решение провести лишь самые ключевые технические тесты и сосредоточиться в первую очередь на просмотре разнообразного видеоматериала, от фрагментов фильмов до игр. Первым делом мы измерим яркость и контрастность, как нативную по методике ON-OFF, так и контрастность по методике ANSI. Яркость в режиме High Bright на максимальном значении мощности лазера и максимальном фокусном расстоянии объектива составила 2100 люмен, что с учетом погрешности измерений соответствует заявленному производителем значению. В режиме Natural при высокой мощности лазера и максимальном фокусном расстоянии измеренная яркость составила 1630 люмен, на средней мощности 1300 люмен и на минимальной 900. При закрытии диафрагмы объектива до минимального значения, то есть минус 15, и максимальной мощности лазера яркость падает до 800 люмен, а на минимальной мощности лазера до 360. Измеренная нативная, то есть при выключенном лазерном димминге контрастность в режиме Natural по методике ON-OFF составила на максимальном лазере и открытой диафрагме 22300 к 1, на средней мощности лазера 21600 к 1, а на низкой 20500 к 1. В режиме High Bright высокой мощности лазера и закрытой до минус 15 диафрагме контрастность составила 36900 к 1, что очень близко к паспортному значению. На шаблоне с яркостью 1% ADL при максимальной мощности лазера и открытой диафрагме нативный контраст составил 6900 к 1. Главный сюрприз нас ждал при измерении контрастности по методике ANSI, то есть на шаблоне в виде шахматной доски. При полностью открытой диафрагме объектива она составила 300 к 1, что можно признать существенным шагом вперед по сравнению с моделями прошлой линейки и должно обеспечить более сочное изображение в ярких и смешанных сценах при условии соответствующей подготовки к помещению. Далее проверим равномерность отображения проектором белого и серого цветов. Как видно, яркостная равномерность очень хорошая. Небольшие флуктуации цветовой температуры по центру экрана в реальном материале незаметны. На полностью черной заливке при отключенном лазерном димминге видно, что равномерность черного хорошая, как и его глубина. Заливки с белыми объектами на черном фоне позволяют продемонстрировать, насколько проектор хорошо справляется с переотражениями внутри оптического блока. Можно заметить только так называемый стрикинг, то есть осветление в виде тонких горизонтальных полос
типичная для технологии LCOS. Каких-либо иных артефактов, вызванных переотражениями внутри оптического блока, таких как гало или призраки вокруг белых объектов на черном фоне, мы не обнаружили, что также говорит о том, что компания GVC провела большую работу в этой части. Следующая серия тестов призвана выяснить, насколько качественно проектор обеспечивает плавность передачи цветовых и яркостных градиентов. Как мы видим, заметного бандинга нет, что, впрочем, уже традиционно для проекторов GVC. По итогам просмотра тестовых сцен можно сделать вывод, что обработка движения и работа системы кадровой интерполяции не претерпела сколько-нибудь заметных изменений по сравнению с моделями предыдущей линейки, что, впрочем, не означает того, что компания GVC не будет оптимизировать обработку динамичных сцен в новых версиях прошивки для этих проекторов, когда они поступят в продажу. Следующий этап тестирования мы посвятим проверке качества работы системы динамической контрастности, или, если говорить более точно, автоматического регулирования яркости, названной производителем применительно к данным проекторам динамическим регулятором мощности света (SILI). На известной сцене из фильма «Интерстеллар» активация лазерного димминга в режиме 1 ожидаемо приводит к ощутимому снижению яркости, заметному на светлых объектах, но при этом никакого значимого изменения цветовой температуры или потери деталей на элементах космической станции не заметно. Включение лазерного димминга в режим 2 на фрагменте из мультфильма «Душа» позволяет сделать вывод об излишней агрессивности этого режима и слишком сильном понижении общей яркости сцен и заметной ступенчатостью работы алгоритма. Аналогично димминг работал и на сцене из сериала «Очень странные дела», причем ступенчатость работы алгоритма была заметна и в режиме 1. Полагаю, что в серийных экземплярах проекторов GVC NZ7, которые поступят в продажу, компания GVC обновит прошивку и устранит эти недочеты в работе алгоритма лазерного димминга. На тестовых фотографиях в разрешении 4К алгоритм MPC работает так же корректно, как и в моделях N-серии, не добавляя ложных контуров и звона даже на максимальных значениях. Наиболее четким и при этом естественным выглядит режим стандарт. Режимы Hi-Res 1 и Hi-Res 2 ощутимо смягчают картинку и при этом утончают контур объекта. При активации функции 8K и Shift и без того практически незаметная межпиксельная решетка полностью исчезает, даже при просмотре вплотную к экрану, и происходит увеличение детализации, так же, как и у флагмана прошлогоднего модельного ряда GVC NX9. Сцена из фильма «Чудо на Гудзоне» очень сложная для проекционной технологии. Она содержит большие области с яркими объектами на очень темном фоне. И здесь как нельзя лучше проявляется хороший антиконтраст аппарата. Ощущения блеклости картинки нет, темные тона глубокие, а прорисовка деталей в тенях и светах на высоте. Одна из первых сцен фильма «Риддик» 2013 года сразу демонстрирует достоинство проектора. Изображение динамичное, яркое и контрастное, с хорошей проработкой полутонов и корректным отображением коричнево-золотистой цветовой гаммы этого фильма. Кадры из фильма «Кислород», выпущенного на Netflix в этом году, вновь демонстрируют способность проектора к качественному отображению очень темных сцен. Картинка детальная, но без заметных артефактов компрессии, несмотря на то, что фильм был выпущен только на стриминговых сервисах с соответствующими ограничениями по битрейту. Напомню, что на борту аппарата есть самая передовая на сегодняшний день система динамического тон-маппинга Frame Adapt HDR, дополненная алгоритмом Theater Optimize. Сцена гонок из фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» сразу дает понять потенциал проектора. Картинка по-настоящему детальная, вкусная и увлекательная. Динамика, которую дают яркость лазерного источника света и хороший антиконтраст, просто прописана формату HDR. Особенно впечатляют яркие фрагменты картин, солнечные блики, фары автомобилей и фонари, но при этом не в ущерб качеству прорисовки деталей в тенях.
Кадры из фильма «Стражи Галактики 2» просто услада для глаз. Черный космос и яркие взрывы астероидов в полной мере дают вау-эффект от картины. Сцена из фильма «Прометей» также демонстрирует, насколько красиво проектору удается отображать HDR-эффекты, яркие блики и глубину темных тонов. Фрагмент из фильма «Доктор Стрэндж» впечатляет еще больше. Причем интересно отметить, что отсутствие кинофильтра и неполный охват цветового пространства DCI-P3 ни разу при просмотре HDR-контента не обратили на себя внимания. Цвета очень насыщенные, богатые и глубокие. Этот же вывод можно сделать и при просмотре кадров из диснеевского ремейка «Аладдина», выпущенного компанией в виде полнометражного фильма. Можно долго дискутировать о его художественных достоинствах, но от красочности видеоряду не занимать. А проектор GVC NZ7 в полной мере позволяет увидеть все это великолепие. От фейерверков и вспышек слепит глаза. Все же лазер просто создан для HDR. Сцена финального боя Кайла Рена и Рэй из эпизода 7 «Звездных войн» еще раз подтверждает сказанное. Яркость световых мечей на практически черном фоне впечатляет независимо от сложного отношения к этому фильму. Последний фрагмент, который хотелось бы продемонстрировать, это эпизод из фильма Сэма Мендеса 1917, записанный в формате HDR10+. Напомню, что этот формат содержит динамические метаданные, и при поступлении его на вход проектора GVC NZ7 включается соответствующий режим, а система Frame Adapt при поступлении на вход сигнала HDR10+, становится недоступной. То, что мы видим на экране, даже не стоит комментировать. Эпизод снят фантастически красиво. На следующем этапе тестирования на проекторе GVC NZ7 была запущена игра Gears of War 5 с консоли Xbox Series X с разрешением 4К и частотой 120 Гц. Проектор продемонстрировал впечатляющую контрастность и динамику. HDR-эффекты заставляли прищуриться в самые яркие моменты от вспышек и взрывов. Те, кто утверждает, что настоящий HDR возможен лишь на топовых телевизорах, которые могут продемонстрировать 1000 нит яркости, просто не видели картинку в 4К 120 Гц на экране шириной 3 метра с лазерным проектором GVC DLA NZ7 и системой окружающего звука Dolby Atmos. Это зрелище не может оставить равнодушным даже человека далекого от игр. В конце нашего тестирования мы включили ролики в разрешении 8К с мощного компьютера на базе видеокарты NVIDIA RTX 3090. Всем скептикам 8К нужно убедиться самим, как это выглядит вживую. Нас особенно впечатлила запись спутниковой 8К трансляции открытия Олимпиады 2020 в Токио. Картинка с GVC NZ7 перестает казаться изображением, проецируемым на экран. Она выглядит просто как окно в реальный мир. Не меньше эмоций вызвал и просмотр ролика с городскими пейзажами Торонто. От картинки действительно сложно оторваться. Детализация изображения поражает, а яркость лазерного источника света придает ему поразительную реалистичность. Итак, пора подводить итоги нашего тестирования. К
К несомненным достоинствам проектора GVC NZ7 можно отнести высокую яркость, хорошую глубину черного цвета и нативную контрастность, вдвое превышающую показатели конкурентов, отсутствие так называемых гало и призраков от внутренних переотражений в оптическом тракте, а также видимого изменения цветовой температуры при активации системы динамической контрастности, высокую контрастность по методике ANSI, хорошую равномерность черного и белого, уникальную систему 8K и Shift, полностью устраняющую межпиксельную решетку, увеличивающую плотность, цельность и детальность изображения. Наличие входов HDMI 2.1, позволяющих полноценно принимать сигнал в 8К 60 Гц и 4К 120 Гц. Динамический тон-маппинг HDR сигнала Frame Adapt HDR с алгоритмом адаптации под условия просмотра Theater Optimizer, возможность быстрой и полной коррекции алгоритма тон-маппинга под предпочтение зрителей и яркость видеоряда, а также поддержка формата HDR10+. Использование лазерного источника света и, как следствие, высокий ресурс работы, стабильность яркости, гаммы, цветовой температуры, отсутствие мерцания, быстрое включение и выключение. К недостаткам, как уже отмечалось, этого предсерийного экземпляра, предоставленного на тестирование, можно отнести: во-первых, так называемый стрикинг, то есть слабо заметные светлые горизонтальные полосы от тонких ярких объектов на черном фоне, таких как финальные титры, что свойственно технологии LCOS. И во-вторых, излишнюю агрессивность и ступенчатость в работе лазерного димминга. С учетом изложенного можно сделать вывод, что компания GVC сделала очередной серьезный шаг на пути к технологическому совершенству, демонстрирующий лидерство в проекционных технологиях для домашнего кинотеатра. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Обещаем, впереди будет еще очень много интересного. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу проектора, нам очень важно ваше мнение. Текстовую версию этого обзора вы можете прочитать на моем канале на платформе Яндекс.Дзен по ссылке в описании. Выражаем нашу искреннюю благодарность представительству компании GVC и лично господину Алексею Сокольскому, а также группе компаний Digis за предоставленную уникальную возможность тестирования проектора GVC NZ7.